Я сейчас чуть не сдох. Но еще вверх подъем. Привет, дорогие друзья, это Селзмания. Лето, пора отпусков. И меня занесло в этот раз в Грузию. И сейчас я вам покажу замечательное место. Это каньон Дашбаш. Мы с вами пройдем по мосту, спустимся в ущелье. Мост расположен над каньоном вулканического происхождения на высоте 200-300 метров. Длина его составляет 240 метров. С него, как вы увидите, открываются невероятные виды. Ну, традиционно я вам покажу цены в кафе и в магазине этого экскурсионного места. Оно находится на западе от города Тбилиси. Вот вы можете посмотреть на карте, где оно позиционируется. Времени тоже можете посмотреть, сколько затрачено было на поездку из Тбилиси до этого места. И сейчас мы с вами посмотрим, что находится на территории этой туристической достопримечательности. И, словом, сами все увидите. Конечно, видеокамера не передает всех тех красот, которые человек воочию может видеть. Но, тем не менее, можете себе поставить на заметку must visit этого места на территории Грузии, если вы туда случайно заедете. Поехали! Вот так вот выглядит эта достопримечательность на входе. Прямо туда чуть вниз вы видите, это кассы, где вы будете покупать билеты. Ну, иностранцы ходят. А вот это вот кемпинги, в которых вы можете провести несколько дней. Вот если вы из дороги проголодались, то можете зайти в вот этот вот ресторан. Давайте посмотрим на цены. Здесь вот это гамбургер и сэндвичи по 30 лари. Пхали это из баклажанов. Десерты. Выпечка от 25 до 4 лари. Супы. А это вот салаты. Дальше вот вы можете зайти в этот ресторан, сходить в туалет. Цены, честно говоря, кусаются. Ну, посмотреть вам это все стоит. Справа, видите, даже есть возможность человеку на инвалидной коляске спуститься. Доброжелательный официант нас встречает на входе. Касательно времени хочу вам сказать, что уделяйте на эту экскурсию не менее 2 часов, потому что спуск довольно длинный, утомительный, а подъем еще сложнее. Поэтому 1,5 часа, которые заявляют экскурсоводы, очень мало для людей в возрасте или с избыточным весом. Подъем обратно – это достаточно серьезное испытание. Так выглядит вход и кассы. Очередь небольшая. Билет на велосипед на тросе 120 лари. Очень рекомендую попробовать. На качелях 35 лари. Ну а если вы решили сэкономить, то за 199 лари вы можете взять 3 в одном. Это и выход на мост, и спуск в ущелье, и велосипед, и качели. 49 лари стоит сам билет на мост и в ущелье. На входе вы можете видеть предупреждающее объявление, что спуск и подъем в каньон пешеходный, и что администрация несет ответственность за уроненные вами вещи в ущелье с моста и с пешеходной зоны во время спуска к самому основанию этого ущелья.
Вот, за 120 лари шныряют туда-сюда велосипедисты, получают острые ощущения. Можно проехать и одному, можно проехать в паре. Классно. Я, честно говоря, не решился. Так выглядит центральная часть моста. Это стеклянный бриллиант. Он имеет 2 этажа. На верхнем этаже это смотровая площадка. Внизу располагается кафе, где можно уютно сесть, выпить чашечку кофе, отдохнуть. Лично я рекомендую сначала посмотреть сверху, потом спуститься вниз и потом попробовать подняться наверх. С моста вы видите внизу там зеленая дорожка. Это так выглядит дно каньона, с которого вы можете, глядя вверх, насладиться видом самого моста на высоте 300 метров. И вот здесь присмотритесь, вот я стрелочкой сейчас обозначил. Вот так выглядят люди, которые находятся на глубине 300 метров. Невероятно. Это качели. Честно говоря, не очень я понимаю. За 35 лари какое-то можно острое ощущение получить. Но, тем не менее, видите, люди катаются. Стекло и камера не передает всей полноты ощущений. Это я тут собираюсь преодолеть расстояние от верха до низа и потом обратно подняться. Кстати, когда дождливая погода, то администрация не разрешает спускаться вниз из-за того, что грунт на спуске промокает и подняться наверх не представляется возможным. Там и по сухому-то грунту я мучился, поднимался. Я сейчас чуть не сдох. Ну еще вверх пойдем. Сердце так выскакивало, честно говоря, для людей, у которых не такая на высоте физическая подготовка, это достаточно сложно. Но поверьте, спуск того стоит. Это напоминание о том, что не облокачиваться на перила, не перегинаться через них. Там высота такая достаточно серьезная. Нам повезло, дождика не было, и мы спустились на дно каньона пешим образом, без всяких проблем. Там на горизонте находится какая-то часовенка. Такой замечательный вид открывается с мостом на горизонте. Ах, невероятный вид! Половину расстояния до дна каньона вы преодолеваете по металлической лестнице. Эти перепады с площадочками сделаны очень удачно. Это позволяет делать восхождение не столь утомительным. Вы сделали ступенек 10 по ступенькам, потом идете по ровной площадочке, потом опять по ступенькам, потом по ровной площадке. Таким образом вам позволяют отдохнуть. Еще вид моста издалека. Здесь пока еще у нас есть брусчаточка, но она скоро закончится. Я еще раз хочу вас предупредить, кто надумает спускаться в это ущелье. Очень рекомендую сначала посмотреть мост сверху, побывать на самом кристалле, покататься на велосипеде или на этих качелях, и только потом спускаться в каньон. Потому что нам экскурсоводы говорили наоборот. Сначала спуститесь, потом посмотрите сверху этот мост. Но когда я поднялся наверх после спуска, у меня уже не было никакого желания ни на мост идти, ни на качелях кататься, тем более крутить педали на этом велосипеде. Поэтому сначала мост, сверху все, потом вниз, набраться сил и потом подниматься наверх и уже
после подъема быстрее бросить свое бренное тело в сиденье автобуса и отчаливать на обратный путь в отель. Так вот почти уже со дна выглядит мост. Мы подходим все ближе и ближе к горной реке. Приятное щебетание птиц и шум горной реки очень вдохновляет. Вот так вот столетиями протекает эта река. Прозрачная, холодная. И это уже мы находимся на самом дне каньона. И здесь сейчас вы увидите стену, с которой хрустальными цепочками струек воды стекает водопад. А говорят, зимой он застывает и образуется полностью хрустальная стена. Хотелось бы представить и видеть, как это выглядит на самом деле. Но спуститься туда, я думаю, что это не представится возможным. Вот так мост выглядит на самом дне каньона. И вот то, что я говорил, хрустальные ручьи стекают по стене по одной из стен каньона, и вот так вот мост. Головокружительный просто. Там, представляете, люди ходят. Такие маленькие. Ну и традиционно давайте завершим обзором цен. Это печеньки. Это тоже юбилейное печенье. Пикничок. Идем дальше. Это зона сувениров. Здесь копаться в сувенирах мне не интересно. Да и вам, думаю, сами приедете, посмотрите. Вот это Милка, большая плита, шоколадки. 15 лари. Так нехило, 5,5 евро. Это алкоголь тут у нас. За 48,10 лари, это 17,5 доллара. Ну, что-то еще, давайте посмотрим. Вот чипсы люкс за 5 лари. Ну, Лейс традиционно большая упаковка. Классические 7 лари, это почти 3 доллара. Нормально тогда. Ну, так давайте прохладительные напитки. Очень интересуют. Ну, давайте на Кока-Колу посмотрим. Так, Кока-Кола у нас. Давайте выберем вот это вот. 3 лари. Это $1.10. Без сахара. Вот, пивасик. 13,80 лари. 5 долларов. Это у нас 7,9 еще пиво. И водичка минеральная лари 50. Так сможете сориентироваться, да? Лучше, конечно, с собой брать. Вот, Миллер пиво 6,10. 2 доллара 23 цента. Ну и Дилма холодный чай. Как раз в тему. 2,5 лари. Ну вот, пожалуйста, будет интересно, заезжайте сюда. Пока-пока.